Доброго времени суток! Вы на канале Нет Соло. Это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Данный ролик это одна из частей подробного видео про то, как можно связать спицами шаль или багдус треугольной формы с простым узором и каймой. С самого начала мы нарисуем схему узора. Дальше по схеме свяжем шаль и в конце украсим ее каймой, которую тоже научимся вязать спицами. Очень подробно рассматриваем все моменты, которые могут вызвать сложность в прочтении схемы или в вязании. Я показываю, как начинаю вязать шаль треугольной формы, как расширяется полотно и, по сути, как вяжется каждый ряд. Объясняю, почему тот или иной участок полотна вяжу так, а не иначе. Все части этого видео будут размещены в одном плейлисте. Ссылку на этот плейлист вы сможете найти внизу под роликом. А также я оставлю ссылки на каждую из частей данного видео, также под роликом. Приглашаю вас связать такую или похожую шаль. Шаль треугольной формы, приблизительно вот так она выглядит. Начало вязания шали будет находиться вот здесь, посередине вот этой линии, самой широкой. Этот угол и этот угол, это углы, которые поуже, то есть эти концы платка можно завязать в случае необходимости, а этот угол, тот, который пошире, он один. И вот от начала вязания, вот здесь мы начинаем вязание посередине этой линии, идет центральная линия, вдоль которой мы будем делать прибавки до конца шали. Еще мы делать прибавки будем вот по этой линии с одной стороны и по этой линии с одной стороны. Таким образом шаль будет расширяться. То есть вот здесь будет небольшой участок полотна, и затем мы его будем расширять при помощи вот этих прибавок. Теперь давайте перейдем непосредственно к рисунку. Сейчас я нарисую небольшую модель этой шали, для того, чтобы легче было сориентироваться. Ну вот, допустим, вот так. Значит, вот здесь это начало вязания. Здесь находится центральная линия. Рисовать мы нашу шаль будем вот по диагонали, вот так. Вот линия, которая будет располагаться по диагонали, это самая широкая линия, которая находится в нашей шали вот здесь. Значит, сначала я нарисую самую первую петлю. Вот здесь мы начинаем вязание. Вот эта линия у нас будет состоять из такой небольшой полоски платочной вязкой. В моем случае в обеих шалях я буду делать полоску из 5 петель. То есть мы нарисуем вот здесь сначала 5 петель. Так как это платочная вязка, то с обеих сторон, и с лицевой, и с изнаночной стороны, мы будем эти петли вязать лицевыми. Значит, здесь у меня на рисунке будут обозначены только лицевые ряды. Изнаночные мы не будем рисовать, так как они вяжутся по рисунку. Теперь вот смотрите, вот так будет располагаться самая широкая линия платка. Вот пока точками обозначим это место. Это крайние петли с внутренней стороны вот этой полоски платочного вязания. Вот эта линия соответствует вот этой линии. И вот начало вязания соответствует вот этой точке на, скажем так, вот этой модели. Дальше вот так будет идти у нас центральная линия. Вот эта линия. Значит, здесь я обозначу лицевыми петлями эту центральную линию. Вот так. Вертикальная черточка у меня будет обозначать лицевую петлю.
Вот эта линия центральная соответствует вот этой линии на вот этой модели. Давайте дорисуем тогда вот эту линию платочной вязки, то есть 5 петель по краю платка, которую мы будем вязать платочкой. Вот крайние петли, там где я точки поставила, и я до конца сейчас дорисую и к вам вернусь. Дорисовала полоску платочной вязки, вот насколько мне хватило этого листика. Значит, еще раз повторю, вот эта линия, вот здесь ее должно быть продолжение, но мы здесь рисовать ничего не будем, достаточно будет вот этого участка. Значит, вот эта линия, вот эти 5 петель в каждом ряду лицевых, которые формируют платочную вязку, они находятся все вот здесь. Вот здесь у нас будет полоска платочного узора, вот она, по этой линии. И вот эта точка совпадает с этой точкой, то есть вот здесь у нас будет начало вязания нашего платка. Следующее, что мы с вами сейчас сделаем, мы перенесем прибавки вот с этой модели на наш рисунок. То есть вот здесь у нас прибавки, и вот эти прибавки мы сейчас перенесем на наш рисунок. Значит, первые прибавки, которые я сейчас нарисую, это будут те, которые вдоль центральной линии находятся. У нас прибавки будут в каждом лицевом ряду, то есть как вдоль центральной линии, так и вдоль платочного вязания с внутренней стороны платка. Вот этот участок соприкасается с рисунком самого платка, и вот здесь по краю у нас, и вот здесь по краю у нас находятся прибавки. Прибавки в виде накидов. И сейчас я нарисую вдоль сначала центральной линии накида. Значит, вот первая петля центральной линии, возле нее я рисую прибавку. Она у меня будет выглядеть вот так. И с этой стороны, вот вниз смотрим, здесь тоже прибавка. Мы вяжем, здесь делаем прибавку, здесь центральная петля, здесь прибавка и вяжем, тогда смотрим уже вниз по схеме, вот сюда. Дальше продолжается у нас полоска платочного узора. Вот сюда, здесь 5 петель. Дальше, в следующем лицевом ряду, вот следующий лицевой ряд, здесь мы опять рисуем накиды. Вот идет ряд сюда, до центральной линии, и разворачивается потом он сюда, вот так. Следующий лицевой ряд, давайте мы обозначим их цифрами. Вот, допустим, это первый ряд был, это третий ряд, так как здесь лицевые ряды, как я уже сказала, пятый ряд, седьмой ряд, девятый, 11 и так далее. То есть первый ряд у нас вот таким образом, третий ряд у нас вот здесь находится, затем на центральной линии мы разворачиваемся и смотрим вниз. И возле центральной линии с обеих сторон мы нарисуем накиды. Следующий пятый ряд тоже мы рисуем накиды с обеих сторон возле этой центральной петли. Следующий ряд тоже рисуем накиды. И так до конца центральной линии. С обеих сторон центральной петли мы рисуем накиды. Дорисовали мы прибавки вдоль центральной линии с обеих сторон. Теперь мы нарисуем прибавки, которые расположены вот здесь и вот здесь, по самой широкой линии платка. Точно таким же образом. Возле крайней петли, вот с внутренней стороны платочного узора, мы рисуем накиды.
И с этой стороны тоже. Все, основа у нас для того, чтобы дальше уже здесь рисовать какой-либо рисунок нашей шали создана. То есть мы нарисовали центральную линию с прибавками, и мы нарисовали вот самую широкую линию платка, как она выглядит. Вот эту линию, а вот центральная линия. И у нас остается сейчас участок с этой стороны и с этой стороны, где вот эта сторона на этой модели, вот здесь она находится. А вот эта сторона, она находится вот здесь. Мы будем рисовать на этом участке, так как у меня здесь побольше места. Ну а здесь просто в зеркальном отображении будет располагаться тот же рисунок, который мы создадим на этом участке. Итак, я планирую сейчас здесь нарисовать ромбы. Вязать с лицевой стороны я буду лицевыми петлями эти ромбы, поэтому я сейчас их и нарисую, эти ромбы, лицевыми петлями. Значит, вот здесь я нарисую сейчас одну лицевую петлю. Здесь у нас свободный участок, дальше 3 лицевые петли, то есть заполняю вот эти пока клеточки. Затем 5 лицевых петель. Здесь уже будет 7 лицевых петель. И здесь у нас будет 9 лицевых петель. Все, ширины вот ромба нам достаточно. То есть мы, допустим, решили, что вот этой ширины ромбика достаточно. Дальше нам нужно сузить этот ромб. То есть где-то вот здесь получить верхушку этого ромба. Рисуем 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 5. Затем 3. И затем 1. Один ромбик мы нарисовали. Нарисуем следующий такой же рядом. Сначала 1 лицевая петля, затем 3 лицевые петли, затем 5 лицевых петель, 7 лицевых петель, и 9 лицевых петель. Так, 9 петель лицевых. Дальше ромбик у нас сужается, то есть максимальная ширина это 9 лицевых петель. Рисуем теперь в обратном подсчете 7 лицевых петель, 5 лицевых петель, 3 лицевых петли и 1 лицевая петля. Еще один ромбик мы нарисовали. И здесь у меня поместится еще один ромбик, то есть я его нарисую точно таким же образом. Сначала 1 лицевая петля, 3, 5, 7 и 9. И в обратном направлении 7, 5, 3 и 1. Третий ромбик мы нарисовали. Теперь давайте мы нарисуем такие же ромбики, несколько штук, вот вдоль центральной линии. Рисуем первый ромбик точно таким же образом. Вот видите, здесь заканчивается самая широкая часть вот этого ромбика, который с угла у нас вязался. И начинаем сразу рисовать следующую. Вот лицевая петля. Здесь мы рисуем следующую лицевую петлю, одиночную для следующего ромбика.
1 лицевая петля, затем 3 лицевые петли, затем 5 лицевых петель, 7 лицевых петель. Почему нечетное число? Потому как располагаются ровно тогда ромбики. Если четное взять количество петель, то тогда у нас ромбик не получится. Так, 7 лицевых петель, 9 лицевых петель. И в обратном направлении. Вот пропускаем 1 лицевую петлю и рисуем 7 лицевых петель. Затем пропускаем здесь 1 петлю и рисуем по центру 5 лицевых петель. Пропускаем 1 петлю лицевую и 3 лицевых петли. И посередине 1 лицевая петля. Нарисовали еще один ромбик. Нарисуем вдоль центральной линии еще один ромбик. Здесь у меня он еще поместится. Значит, сразу вот лицевая петля заканчивается этого ромбика. Рисуем следующий. 1 лицевая петля, 3 лицевые петли, 5 лицевых петель, 7 лицевых петель, 9 лицевых петель, и в обратном направлении 7 лицевых петель, 5 лицевых петель, 3 лицевые петли и 1 лицевая петля. Все, вдоль линии центральной у меня больше не поместится, но в принципе можно продолжить таким же образом дальше рисунок и рисовать сколько угодно, если у вас будет листик побольше. Теперь давайте мы нарисуем ромбик вот в этом участке. Пропускаем вот эту клеточку, видите, так, чтобы разделить вот этот ромбик от того, который будет находиться здесь. Вот эту клеточку пропускаем и здесь рисуем 1 петлю сначала. Затем рисуем 3 петли, затем 5, затем 7, затем 9. Нарисовали. Теперь в обратном направлении 7, 5, 3 и 1 петля. Ну и здесь поместится еще половинки ромбиков. Давайте мы их тоже нарисуем. Вот здесь 1 петля, 3 петли, 5 петель и 7 петель. И здесь то же самое: 1 петля, 3 петли, 5 и 7. И здесь тоже поместится половинка: 1, 3 петли, 5 петель и 7 петель. Так, и здесь дорисуем: 1 петля, 3 петли, 5 петель и 7 петель. Так, давайте до конца эту линию тоже дорисуем. Так, ромбы мы нарисовали. Теперь давайте мы разберемся, каким же образом вот здесь идет на расширение ромб, а верхняя часть на сужение. То есть здесь нужно дополнительно какие-то накиды, какие-то убавки, соответственно. Вот по этому ромбу мы видим, что у нас расширение этого ромба идет за счет вот этих накидов вдоль центральной линии, которая и вдоль платочного вязания, то есть по краю полотна. А вот здесь уже нам не видно
здесь накид или же что-то другое, мы здесь добавим эти накиды. Давайте мы начнем вот с этой линии. Значит, у нас вот этот ромб, нижняя его часть, формируется за счет накидов. Эта сторона точно таким же образом, как она формировалась за счет накидов вот вдоль вот этой линии. Значит, мы здесь дорисовываем накиды. Еще раз повторю, что накиды касаются нижней части ромба, так как он расширяется. Вот здесь 1 петля, 3 петли, 5 петель и так далее. За счет чего они расширяются? За счет дополнительных петель. В нашем случае это накиды. То есть с этой стороны накиды идут уже изначально возле линии самой широкой платка, которую мы нарисовали. И вот здесь возле центральной линии. А вот здесь их не было, то есть мы добавим сюда тоже накиды. То есть вот здесь мы сделали накиды, и соответственно на этом месте образовывается новый участок полотна, и в следующем ряду мы его провязываем какой-то петлей. Следующий ряд это изнаночный ряд, и соответственно в изнаночном ряду мы провяжем сначала накид изнаночной петлей, а затем в следующем ряду уже, здесь какой, 15 ряд, вот на этом месте мы будем вязать дополнительную лицевую петлю. Здесь то же самое, сделали накид, в изнаночном ряду провязали его, и в лицевом ряду потом вот лицевую петлю провязали. Таким образом у нас расширяется ромб за счет накидов с обеих сторон, вот с этой и с этой стороны. Вот этот ромб, здесь есть у нас накиды вдоль линии широкой платка, а вот здесь их нет, и мы их дорисуем. Здесь то же самое. Вот что касается этого ромба, здесь есть, а здесь нету, мы их дорисуем. Так, теперь смотрите, будем рисовать накиды, которые касаются расширения вот этого ромбика. С этой стороны у нас есть накиды, с этой нету. Мы их добавим. Теперь давайте мы добавим накиды, которые касаются этого ромба. Здесь уже с обеих сторон мы рисуем, так как этот ромб не прилегает ни к центральной линии, ни к широкой линии платка. Дорисовали. Дальше мы дорисуем накиды, которые касаются вот этого ромба. Здесь с этой стороны есть накиды, с этой стороны мы дорисуем. Ну и половинки ромбиков тоже мы добавим сейчас накиды точно таким же образом. Здесь у нас только те половинки, которые идут на расширение ромба. Все, накиды мы добавили. А теперь давайте зададим такой вопрос. У нас есть расширение полотна, то есть ромбик вот расширяется, а каким же образом он здесь будет сужаться? Вот верхушка, вторая половина ромбика, она же каким-то образом формируется. То есть здесь у нас уже не 9 петель, а 7 в этом ряду. Здесь не 7, а 5. То есть надо уменьшить это количество петель за счет убавок. Давайте их теперь нарисуем. Значит, те накиды, которые мы рисовали, еще раз повторю, они касаются нижней части ромба. То есть мы вот здесь нарисовали накиды, и они не касаются вот этого участка ромба, там где сужение. Они касаются тех ромбов, которые идут на расширение. Вот здесь накиды. Это касается вот этого участка. Вот здесь накиды. Это касается вот этого участка. Но никак вот эти накиды не касаются участка там, где сужается рисунок. Сужается рисунок, как я уже сказала, за счет убавок. И давайте мы эти убавки нарисуем. Я их рисовать буду следующим образом. Вот здесь у нас лицевая петля. Мы преобразуем эту лицевую петлю как 2 лицевые, провязанные вместе.
Вот так. И с этой стороны то же самое. То есть 2 петли мы провязываем вместе. Вот так. Здесь то же самое. 2 петли провязываем вместе лицевой. Здесь то же самое. 2 петли провязываем вместе. Здесь то же самое. 2 петли с этой стороны вместе, 2 с этой стороны вместе. Остается одна петля. Мы ее здесь также преобразуем как 3 петли вместе. Вот с этой стороны и с этой стороны. Сужение этого ромбика мы нарисовали. И точно таким же образом мы нарисуем сужение следующего ромбика. Вот здесь вот следующий ромб, который мы рисовали. И мы формируем здесь сужение верхней части этого ромба. Вот 9 петель. Следующее это 7 петель. Как они сужаются? За счет убавок. Убавки мы делаем по краю ромба. Здесь 2 петли вместе, здесь 2 петли вместе. Здесь 2 петли вместе, здесь 2 петли вместе, здесь 2 петли вместе и здесь 2 петли вместе. А верхушку 3 петли вместе. То есть там, где у нас была лицевая петля, мы нарисовали значок, который обозначает провязать 2 петли вместе. Таким же образом следующий ромб я добавлю убавки. Вот здесь у нас их нет, так как здесь нижняя часть ромба, здесь только он идет на расширение. Вот этот ромб, здесь мы тоже добавим убавки. Так, здесь мы добавим убавки. И последний ромб. Все ромбы нарисовали их правильно, то есть обозначили, каким образом расширяется рисунок и каким образом он сужается. Теперь у нас остаются незаполненные клеточки между ромбами. Вот здесь и вот здесь. Здесь мы можем сделать все, что угодно. Допустим, можно провязать вот эту петлю одну. То есть вот здесь мы провязали 3 петли вместе лицевой. Здесь получается, соответственно, осталась одна петля. И можно провязать в следующем лицевом ряду эту петлю лицевой в изнаночном ряду, соответственно, следующем изнаночной петлей. Но я захотела сделать немножко по-другому. Я эту петлю в своем рисунке делала вытянутой петлей. То есть вот здесь я провязала 3 петли вместе лицевой. И вот в следующем ряду, перед следующим ромбиком, я эту петлю не провязываю. Я переснимаю на правую спицу эту петлю не провязанной, и в изнаночном ряду я ее тоже переснимаю не провязанной. То есть вот эта петля получается в моем рисунке вытянутая. Еще раз повторю, можно провязать лицевой здесь в изнаночном ряду. Изнаночная она не будет вытянутой, а провязана как обычно. Но мне захотелось создать рисунок вот таким образом. То есть эта петля у меня будет вытянутая. Здесь то же самое. Вытянутая петля, то есть переснятая на правую спицу не провязанной. И здесь то же самое. Вытянутая петля. Все, наш рисунок готов. В принципе, ничего абсолютно сложного. Если вы еще и свяжете эту шаль хотя бы один раз или образец, то вам будет более понятен этот рисунок. И что мы с вами сейчас рисовали, когда вы перенесете это все на практику, это станет все намного понятнее. Таким же образом можно создать какой-то другой рисунок. Главное не забывать то, что есть у нас участки рисунка, там где расширяется участок рисунка, то надо делать накиды. Возле края платка и возле центральной линии они формируются сами собой, а вот посередине их просто надо добавить. Вот так как мы делали в этих ромбиках, вот здесь добавляли накиды для вот этого участка ромбика. А там, где у нас есть в рисунке сужение,
этого рисунка, то надо добавить убавки. То есть сколько петель у нас в рисунке убавилось, столько у нас должно быть и убавок. Вот так как здесь 2 петли вместе, 2 петли вместе, для того, чтобы в этом ряду получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, а не 9. В этом, соответственно, ряду 2 петли вместе по краю рисунка и здесь 2 петли вместе, для того, чтобы получить 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых в этом ромбике, а не 7, как в предыдущем лицевом ряду. Вот, в принципе, и все. Дальше мы приступим с вами к вязанию непосредственно самого платка.